Здравствуйте. Как и обещал, с сегодняшнего дня начинаем больше внимания уделять русским шашкам. Покуда вот серьезных соревнований в стоклетке нету, но и будем уделять стоклеткам, естественно, чуть будем внимание уделять, то есть по мере поступления партий, по мере турниров, то есть есть кое-какие турниры интересные. Будем смотреть, если что-то интересное, то будем смотреть, я постараюсь до вас доносить интересные фрагменты. Вот здесь ход черных, как бы вы сыграли, я делаю маленькую паузу. Кто-то нажмет на стоп, на паузу. Ну, и вот в этой позиции последовал ход GH4. Он выигрывает. Что я еще хочу сказать, что вот пауз здесь будет фрагментов из журнала «Шашки» я взял, то есть со своими дополнениями. То есть это с русского журнала «Шашки», издаваемого в Советском Союзе. И пару фрагментов я взял с Лидравса, то есть тоже просматриваю интересные партии, интересные фрагменты там. Ну вот GF4, давайте посмотрим, какие здесь есть варианты. Тоже можно давать на расчет детям. Сюда, сюда, и здесь обязательный ход такой. Ну и вот, естественно, выиграно. Приблизительно так, допустим так. Но можно и по-другому там играть, но приблизительно так. Так, давайте дальше. Вот тоже интересная позиция встретилась, тоже в журнале «Шашки». И здесь вот в партии, к сожалению, в партии была ошибка. В партии здесь пошли FG5, и после вот этого хода получилось размен и получилась ничья. Но вот, знаете, тут нелогичный, конечно. Ой, так, давайте заранее уже сделал ход. Нелогичный этот ход FG5. Почему? Надо играть как-то вот на эту группировку. Пытаться. То есть до этого еще можно было до этого партию показать. Она, наверное, есть и в базах. Ну, до этого можно было показать ее. И черные достаточно умело играли вот на эту группировку шашек. Неудачно, естественно, отсталая шашка. Но вот потом мне совершенно необъяснимый ход сделали, как показалось. И не показалось, ну и для меня, допустим, самое неожиданное, я неправильно выразился, для меня очень неожиданный ход. Почему? То есть они разрушают вот эти все построения, которые связаны были на игру с этой группировкой. Ну, если бы уже автоматически что-то получилось, да, но вот даже интуитивно этот ход, конечно, не смотрится. Давайте смотреть СБ6. Но вот пишут, что, кстати, писали в этом журнале, что черные не увидели все до конца и, возможно, это и послужило причиной ошибки. Ну вот давайте посмотрим, что они не видели. DE1 и DE7. И вот, насколько я понял, вот здесь вот они не видели. Не видели вот на этот ход выигрыша вот такого. HG5 и на 1. Здесь они не видели выигрыша, насколько я понял. Если сюда, то, естественно, ход... Паузу делаю, естественно, такой ход и такой. Тут без вариантов. Вот такая вот позиция получилась. Дальше давайте будем смотреть. Тоже очень интересная позиция. Ну, CD4 вроде как и нужно. Другие ходы тоже проигрывают, ну, плохие. И вот куда бить. Опять паузу делаю. И тут очень любопытная идея есть. Стандартная она. Сюда. Бьем на b2. И вот здесь такой неожиданный ход. Я бы сказал, неожиданный, но логичный. b5. Я чуть-чуть паузы делаю специально, чтобы вы, может, где-то на паузу все-таки нажали и вот сами подумали. Ну, понятно, если вы даете ученикам, то здесь проще, наверное. Записали позиции, если что вот хорошее для вас именно интересно, и дали ученикам. И GF6. Но идея простая. Сюда нельзя из-за этого хода. А куда-то, допустим, ED2 нельзя из-за этого хода. Вот такая вот мысль, в принципе. А b5 получается, что грозит, ну давайте, может, этим ходом. Вот так вот покажу. Грозит вот этот удар. То есть, если сюда, то тоже GF6, и тоже непонятно, что делать. Бьем, то есть грозит удар вот этот вот. Ну, вот такая симпатичная позиция. Можно, кстати, ставить ее.
в учебно-тренировочном процессе, точнее сказать, использовать. Но вот здесь очень интересная позиция. Давайте я переверну доску. Как играть. И здесь не все так просто. Давайте вот одну из веток. Я специально сейчас неправильную ветку изберу, но которую хочется избрать. Давайте посмотрим. Сюда, сюда. То есть грожу ударом, естественно, сюда. Но сюда не хочется. Потому что вот это удар уже, то есть размен. И получается вот эта вот корона. Ну, тоже позиция вроде бы так... Кстати, позиция хорошая, наверное. Вот я не знаю, может она и выиграна? У меня мысль такая, что она может и выиграна. То есть FE7, FG7 нельзя, а B4, вот CD2 надо, и потом шашка выходит. Знаете, может и выиграна позиция. Да, тут может, кстати, и выиграна позиция. Да, тут говорил на эту позицию плохое. Так, давайте еще один момент посмотрим. Я уже увлекусь чуть-чуть расчетом. Не расчетом, собственно говоря. Ну здесь можно сразу, наверное, G5 даже. Да. Вот потому что на CD2 у меня мысль интересная была. На CD2 такая вот мысль. Ходим BA7. И на вот этот вот, если вот этот ход, ну понятно, HG5 есть и выигрывает. Сейчас я покажу просто мысль. На этот ход именно ударить вот так вот. То есть сюда, сюда. Ну, это такие вот, такие мысли, допустим, в расчете. А вот ход здесь просто CB2. Нет, подождите, давайте я вот здесь покажу, что это я, допустим, думаю, что это очень важно. Куда-то сюда ходим. И вот здесь уже ход такой. То есть, понятно, CD4 не пойдешь. И вот здесь вот есть вот этот размен. Можно размен, можно... Тут еще что-то, какие-то моменты есть. Но вот эта вот идея есть. То есть, возможно, она просто пригодится. Понятно, что она, наверное, не совсем здесь все это корректно. Но она нужная идея, я думаю, вот это нужная идея, даже не совсем правильно выразился. Но здесь CB2, вот здесь CB2, конечно, наиболее логичный, и сразу выигрывает CB2. Причем я сейчас тоже покажу, наверное, второй выигрыш, который не указывали. Сегодня на тренировках указали, который не указывался в решении. EF4, получается, BC7, наверное. Давайте BC7 смотрим. С BC7, потом FG3. Ну и вот здесь вот на этот ход был простой такой выигрыш. GF. И на сюда куда-нибудь. Вот уводим просто шашку сюда и сюда. Ну вот такой вот выигрыш. Так, а вот я вам еще один момент, наверное, сейчас покажу. Интересно. Так, FE5. И вот давайте посмотрим еще такой момент. Здесь не знаю, что-то есть, нету, но интересно, что вот этот ход проигрывает сразу. Тоже когда-то, может, идея она понадобится кому-то. То есть сюда и просто сюда получается. На тренировках такое вот обнаружилось. В принципе, ну, понятно, что здесь жертвы есть, надо смотреть жертвы. Ну, на ДЕ, то есть вот это вот все-таки отсталая шашка сказывается и нету темпов. То есть вот такая тоже идея есть, в принципе. Ну, конечно, наиболее логично вот такая, наиболее простая, я считаю, идея есть, поэтому давайте смотреть. Так, опять вот здесь вот возникла позиция, и дальше мы будем вот по этой позиции тоже очень интересные мысли. Нашлись очень интересные мысли. Не знаю, насколько они правильные, неправильные, но можно анализировать. Так, давайте я вот как-то доску переверну. Так. Ну, вот здесь вот был ход, не совсем, но правильно расставили. CD2. Сейчас мы вернемся там к другой чуть позиции. CD2 был ход. И вот здесь вот я опять паузу делаю. И здесь такая мысль есть. Раз. Потом ED4. Ну и вот она как раз... Ой, нет. Спасает позицию. Вот эта комбинация. Видите, а вроде бы так вот, если посмотреть, позиция совсем плохая. То есть
На это, кстати, комбинация, вот не знаю, выигрывает, не выигрывает комбинация, надо смотреть. На мной выигрывает. Но есть комбинация. А если куда-то по-другому ходить, то тут тоже все очень плохо получается. Так, ну сюда, понятно? Вот так, так, так. Кстати, там вот интересно, да, мысль бы была, может, с комбинацией. Не хватает, у меня, кстати, не хватает темпов как-то. Не хватает, да. Скорее всего, GH4, и вот играем на эту группировку. Да, я хотел там показать вам комбинацию, не хватило у меня темпов чуть-чуть, ладно. Вот такая вот идея, в принципе, с комбинацией. И давайте следующую позицию. Да, вот позиция из этой вытекла, получается, вытекла из этой позиции. И казалось, GH4 здесь делали, и казалось, вот выигран. Но здесь интересные контраргументы нашлись в этой позиции. Такой ход. И здесь понятно, что как-то надо CD2. CD2, вот идея, я думаю, что выиграна позиция. Ну, я тут глубоко не смотрел, но хорошая, очень хорошая позиция, конечно. Непонятно, что тут черным делать. Потому что если ходить сюда, понятно, отойдем. Ну и в принципе, не знаю, DC5, можно FG5, можно даже BC3. То есть позиция должна быть выиграна, по идее. Если чего-то тут супер точного нет, то должна быть выиграна позиция. Ну вот давайте интересное посмотрим. HG5, вот мы смотрели ход. И вот здесь нашлись, точнее сказать, интересные контраргументы. Я вам, может, даже паузу здесь опять сделаю. Как ходить за черных? B5. То есть идея какая? Первая идея это было, что нельзя сюда из-за вот этой вот тактики, получается. Так, аккуратненько давайте, что-то у меня сегодня скачет все тут. Потом, на GH2 есть вот этот вот вариант и вот эта вот тактика. То есть опять, куда ходить? На этот ход. То есть по-прежнему все нельзя, GH6 нельзя просто за этого хода. Опять CB6. И вот на этот ход есть простой DC5. Итак, и вот, кстати, самое интересное, что вот непонятно, куда ходить. Опять угроза идет, то есть сюда вот эта вот идея. Ну, как-то вот непонятно. Знаете, такой очень сильный контраргумент, я считаю, что нашелся в лице вот BA5, и куда ходить, не совсем понятно здесь биом. То есть, видите, кажется, что наиболее логичный такой ход, но, естественно, надо CD2, мы потом уже нашли этот CD2 ход, точнее сказать, сильно не находили, но он просится, то есть, потому что нельзя нападать, и вот этих идей нету, покуда то, что мы указывали. То есть, вот такая вот интересная позиция. Потом с последующим CB6. Ну, вот идея, я считаю, что интересная. Вот мы сегодня нашли, и какой-то интерес у меня, то есть, появился. То есть, сам по себе захотел сделать видео после этой позиции, честно скажу. Так, а вот давайте еще посмотрим пару партий из лидравса. И вот он начинает у меня скакать. Вот эти партии начинают скакать. Вот здесь вот FG3 было. FG3 был ход. И тоже можно ставить форсированную позицию. Я вот покуда ничего не вижу, спасения за белых не вижу. Она идет форсированно. Ну, здесь вот если HG3, то понятно тоже вот эти моменты. HG5, то есть все вот эти вот ходы нельзя делать, потому что вот эта тактическая идея есть. А на GH4 просто EF пошел. То есть, не знаю, какой здесь ход за белых делать. Может, вообще вся позиция? Я думаю, что позиция просто выиграна. Ну вот FG3, и смотрите, сразу куда ходить черным. Я говорю, что вот она. Вроде бы позиция. Кстати, еще может ED4. Есть еще ход и такой. Я вот не исключаю, да. А, нет. Там
вот это построение. Это я уже второе решение ищу, ну, и запутаю вас одновременно. То есть своими словами запутаю. Е4, естественно. Ну, ЕФ4 надо. И вот такая вот позиция. Теперь нестандартная, но просящийся ход ЦБ6, бой-бой. HG5, ну, естественно, вот. То есть, ну, здесь выиграна позиция. То есть без вариантов. Ну, вот такая вот интересная мысль была. Это в лидрафте. Следующая мысль в лидрафте. Но вот здесь такая позиция, она встречалась много раз, я так чувствую. Что-то вот очень все знакомое. Давайте я вам покажу интересные тактические моменты. Вот могло быть ЕФ2, хочется ходить BC7 и вот FE5. Смотрите, какие здесь контркомбинации. Масса контркомбинаций, то есть практически редко такое встречается. CD6. Так, давайте я вам сначала покажу здесь. Ну, вот тут можно по-другому проводить, то есть такие вот позиции есть. Ну, давайте, ладно. Основное, то, что я хотел. CD6, бой, GF4, бой, бой. Дальше CB8 ставим. Ну и вот здесь проводим тактику. Вот эту. FG5. Я считаю, что красивая очень вот эта игра здесь идет. Сюда провели, сюда. И в конце концов поймали дамку черных. И позиция у белых получше. Вот не знаю, как тут. Какой тут есть. И будет исход. Наверное, надо тут очень усиленно постараться, чтобы черным ничью сделать, если она есть. Но я не буду здесь анализировать. Анализируйте, пожалуйста, прошу вас. Можете анализировать, указывать, что тут дальше будет. Меня интересовала в основном вот эта вот идея. Ну вот интересно, видите, сколько ударов идет. Автоматически сколько ударов идет. Так, еще что-то я хотел вам тут показать по поводу этой позиции. Да, ну вот есть такие моменты, не совсем они проходят, поэтому надо где-то здесь BC7. Так, ED2, вот здесь вот надо BC7 все-таки ходить. И вот играть эти идеи, кто я говорил. Либо такую идею, либо вот проводить то, что я говорю. Ну да, проводить. Надо, скорее всего, вот эту идею правильно. Я вот сбился чуть-чуть, ну надо вот эту идею играть. То есть вот это, ну, самое лучшее за черных будет. Но, в принципе, после CD6, видите, тактика очень интересная получилась. Поэтому вот такая позиция. А было HG3, ну, тут не совсем. Я отметил, что очень плохой ход, но, наверное, не совсем. Тут есть нюансы, конечно, по поводу этой позиции. Так, есть такой ход. Ну, давайте посмотрим, что тут будет. Ну, вот такая вот позиция, и ловля идет. В последующем идет ловля. Дамки. То есть так нельзя. Так, в принципе, видите, не отдашь. Так, дальше. DC7. Вот, DC7 наиболее логичный. Ну вот что я хочу сказать по поводу этого хода. Было в партии на E5, вот DE5 и на E5. Ну, естественно, этот ход проигрывает. GF6 и тактика вот эта вот стоит. То есть выиграли они просто на тактику. Но давайте посмотрим тут глубже все. Вот так вот, если ходить. Ну, интересная такая позиция. Редко встречающаяся, можно сказать, в партиях. Ну вот, давайте посмотрим вот эти вот варианты. Тоже, видите, тактика идет такая. Получается уже и черные грозят вот этой вот тактической идеей. Непонятно, что тут делать. На этот ход так вот. Ну, вот такие вот симпатичные моменты. Да, я, кстати, что-то сбился. Может, они эту и видели идею? Да, кстати, вот я что-то на другую партию посмотрел, я извиняюсь. Они, наверное, видели вот эту идею, ну. И поэтому не пошли сюда. То есть, поэтому пошли как-то сразу сюда. Но это блиц был, поэтому... Вот такая вот интересная мысль здесь была. Тоже, видите, тактическая такая насыщенная очень партия была. И как-то сейчас переключиться вот на последний фрагмент, что я вам хочу показать. Так, перевернемся.
Да, вот здесь был ход до этого EF4, CD4, ну и побили тут как-то вот, надо было понятно, что бить сюда, 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 ну и играли бы дальше. Хорошая позиция у белых, но не знаю, но вряд ли она, конечно, выиграна. Ну, позиция, конечно, видите, здесь 4 шашки, здесь 2. Позиция хорошая визуально. Она очень хорошая, поэтому черные пошли вот так вот, побили и думали, наверное, что все в порядке. Но здесь вот давайте посмотрим, куда ходить белым. И тоже, наверное, можно давать детям, в принципе, позиции. Вот не знаю, выиграна она полностью, не выиграна, но здесь в аналитике вы мне расскажете, наверное. Ну вот, хочу FG3 и непонятно, что делать. В партии был бы C7, FG. Ну, FG7 просто отдали. То есть такая простенькая, вроде бы идея простенькая, но она эффективная достаточно. Сюда, сюда, сюда. Ну, вот такие вот партии, позиции, точнее сказать, получились. Как я уже сказал, больше, наверное, будем внимание уделять шашкам на 64-клеточной доске. Почему я сказал не конкретно, вот, то есть русской версии, потому что в бразильские играют много партий. И плюс, ну, у меня мысли всегда истоклеточник. На русской доске всегда много этих бразильских, неправильно он выразился, бразильских идей с бразильских шашек идет. То есть идей на большинство вот этих много идет очень. И поэтому, то есть будем так вперемешку, я думаю, заниматься. Итак, до новых встреч. Жду ваших, то есть вашей аналитики. Тут потому что много где я тут ну, не до конца анализировал, много где, наверное, ошибки есть, но жду аналитики. До новых встреч.